А возможно, здесь история не про это, и ваш брак не об этом. Что мы будем в данном случае делать? Не знаю, в больничку ложиться на лечение. Психоневрологический диспансер. Да. От него любви ты не получишь. Не будет. Вот карма у тебя на эту Оля жизнь, так да? и скажет сейчас. Как-то так сложилось, что вот не даст тебе это мужчина. Но что ты себе оставишь, если не будет вот этого внешнего стимула в виде мужчины? Мужа, например, в данный момент. Ну, то есть вернуться вот к той ситуации, которой я скинула на него, грубо говоря. А вот здесь ты рассказывала, что ты хочешь высказывать свое мнение. Да. Ты по этому поводу, он тебе скажет, плати за все сама. Ты можешь постоять за себя в этой ситуации? Первое, наверное, вопрос, почему омут? Да, потому что в этом шоу мы будем разбираться с искажениями, с некой тьмой, дымкой того, что вводит человека в заблуждение и по большому счету заставляет его страдать, возможно, делать не те шаги, да, и идти не своей дорогой. Почему реалити-шоу? Потому что все, что будет здесь происходить, это происходит сегодня, в данный момент, в эту секунду, здесь и сейчас. Да? У нас будет гость каждый раз новый, приглашенный, который имеет тот или иной запрос. Это будет запрос психологического характера, это будет запрос бизнес-характера. Да? И мы с нашим экспертом Ольгой, маркетологом, постараемся, насколько это возможно вообще, помочь нашему гостю разобрать его запрос и действительно увидеть, где здесь омут, а где уже прозрачная вода. Сегодня у нас дебют, это первый выпуск. Я нервничаю, не знаю, как все остальные, но мы начнем и давайте попробуем разобраться все вместе. Как тебя зовут? Меня зовут Надежда. Надежда. Чем ты занимаешься? Расскажи немножко о себе. Кто ты, что ты, чем ты живешь, какая у тебя профессия, ты у нас мама, не мама, муж, жена, дети, как я всегда говорю, да? Немножко о своей жизни. Мне 40 лет. На данный момент у меня 2 детей, я замужем. И раньше я работала в аптеке, и где-то, наверное, в 35 лет я решила, что хочется что-то поменять. И пошла так искать новые сферы, в которых бы я хотела себя попробовать. Первое — это был перманентный макияж, и дальше подключилась косметология. И та сфера деятельности, она мне очень близка. И, скажем так, я кайфую от этого, то есть получаю удовольствие. Но вот в последнее время какие-то вот такие вот дисбалансы у меня есть, поэтому я как бы пришла на данное ток-шоу разобраться в себе. Как звучит твой дисбаланс? Что тебя беспокоит, тревожит? Недопонимаешь, возможно. Да, наверное, тревожит то, что я в последнее время вроде бы что-то хочу сделать, такое глобальное вроде бы хочу сделать. Это желание буквально вот сегодня оно у меня прям загорается, я прям все хочу. На завтра я просыпаюсь с такой мыслью, что пошло оно все, как бы я не хочу больше ничего делать. То есть пусть оно идет как вот идет, то есть спокойно, потихоньку, я не хочу никаких больших планов. То есть нет вот этого желания. Хочется какой-то размеренности, какого-то спокойствия. А вот это вот желание что-то сделать глобальное, можешь описать, что это за глобальное что-то, что у тебя вот приходит как некий стимул что-то сделать? Что это такое глобальное? Например, вот если из глобального, да, то есть вот просто вот недавнюю ситуацию рассмотреть, у меня желание появилось, вот прям резко появилось, вот хочу вот взяться за себя, например, похудеть, то есть прямо привести себя в форму. Вот, я понимаю, что как бы это тренировки, питание, да, то есть нужно, как бы все это сбалансировать. Вот, я начинаю заниматься, вроде бы начинает получаться все, потом такое ощущение, как будто бы, а зачем я это делаю? Как бы вот, вроде бы так хорошо, то есть, в принципе, я должна любить себя такой, какая я есть, да, то есть принимать себя. То есть для кого я хочу показаться, как бы вот, для кого я это делаю, то есть для себя я это делаю, для мужа я это делаю, да, и вот этот вот потом раз такой
возникает процесс как будто... А в какие вот, моменты обычно у тебя возникают вот эти мысли, а зачем я это делаю? наверное, когда слышишь в свой адрес какие-то, допустим, слова. Например. Ну, например, дома может ребенок: мама, ты толстая, например, ну, сказать. То есть ты такой сразу: блин, ну что же, я действительно как бы толстая. Может быть, Это то, что все-таки... является стимулом глобального вот этого. Да, наверное, да. То есть, например, какая-то обесценивающая Да, критика, да, да, некая да. реплика. Еще что? Что еще входит в этот список вот этих каких-то глобальных изменений, в которые ты зажигаешься, да? Вот что это еще может быть? Вот похудеть. Что еще приходило на Ну ум? вот Что еще хотелось в том сказать? же бизнесе, да, например, в бизнесе хочется открыть вроде как свою студию, да, то есть свой салон, и вроде бы все, ну вот понимаешь, что вот это сделаешь, все будет хорошо, а потом такой думаешь: блин, а зачем тоже? Ну как бы цель вроде бы есть, ясна, да, то есть ну как бы чтобы... А потом ты сидишь и понимаешь, что ты дома практически не будешь, то есть ну как бы не для этого я хочу вот это все этим заниматься, чтобы ну, забросить ту же семью, допустим, просто уйти в этот бизнес. То есть у меня как будто бы кидает из стороны в сторону, да, то есть либо Как я будто две только мама, личности. да, как будто либо я только мама и вот занимаюсь вот, ну, обычной работой, хожу там 5 дней в неделю, 2 дня отдыхаю, либо я бизнес-вумен, которая пашет такая вся эгэгэй. Хотя я, в принципе, ну, как бы воспитана так, что я все могу. Да, то есть меня с детства воспитывали так, что я и гвоздь забить, и посуду помыть, там, и построить, и поклеить. Ну, то есть вот все, что не дай, я все могу сделать. А сейчас у меня такое, как бы, ну, вот эти вот, скажем так, яйца. Хочется их убрать. Хочется, наоборот, так почувствовать себя какой-то вот больше какой-то мягкой, ранимой, да, и вот это вот достигаторство, его как бы хоть, ну, как бы, ну, не хочется его. С одной стороны, ты такой эгэгэй, сейчас пойду сделаю, а вторая такая сторона говорит: да сколько можно уже вот это вот эгэгэй, как бы, может быть, уже пора успокоиться и вот просто жить какой-то размеренной жизнью. Есть ли Качели эти. еще что-то из списка того, что зажигалось, должно было бы чем-то стать, но в итоге потом ничем не стало? Вообще, в принципе, вот так вот, если по жизни немножко вернуться назад, были ли еще такие вещи какие-то? Не могу сильно так вспомнить, но я думаю, что были, скорее всего, такие. Какой-то был страх, что не получится, и просто, ну, как бы останавливаешься, и все. Однажды я хотела уйти с работы, поменять вообще сферу деятельности. Я проработала очень долгое время в аптеке и хотела поменять на медпредство. Ну, то есть ходить вот. И не смогла просто переступить эту ступень, ходить, навязываться людям. Ну, то есть когда люди к тебе приходят в аптеку, то есть ты там хозяин, грубо говоря, да, то есть ты помогаешь людям. И когда ты ходишь, то есть и для меня вот этот вот барьер, я вроде бы уже все, шаг такой сделала, все устроилась, в итоге забеременела, то есть, ну, как бы и дальше это А не пошло. навязываться в данном случае это что значит? Ходить, Ну, резюме раздавать там нет, не на резюме, то есть собеседование? предлагать свой товар. Ну, то есть рассказывать, что, ну, как бы на рынке много же препаратов всяких разных, а ты приходишь и говоришь: вот твой самый лучший, а почему твой самый лучший, да, то есть, ну, как бы Как есть и другие. торгпред, да? Да, ну, да, то же самое, медицинский представитель, тот же Ну, тоже самый, торгпред. да. Если мы вот рассмотрим все эти вещи, вот похудеть, что-то с бизнесом сделать, вот тогда работу поменять, ты можешь вспомнить, как вот, допустим, с ситуацией похудеть, что было до этого как будто бы? Вот здесь сын сказал: мама, ты толстая, да? То есть произошел некий стимул, который тебе говорит: надо похудеть. Да? Мгм. Вот когда у тебя с бизнесом какая-то идея происходит, что до этого? До этого все хорошо. Ну, как бы вроде бы начинается, ну, получается, все вроде в гору идет. Мгм. Только я прихожу домой, начинается такое: ты домой деньги не принесла. Ну, то есть вот обесценивание мужа, можно так даже сказать. Там то-то не сделал, это не сделал, и ты такой думаешь: блин, а зачем вообще, как бы это я вообще делаю, как бы я вроде как дома нужна. Ну, то есть такие Тебе вот. сейчас хочется плакать. Ну Почему? да. Почему? Что это за слезы
О чем это? Что это за боль? Ну, наверное, обесценивание именно. Обесценивание, потому что у тебя как бы со стороны ребенка получается, да, Ну, такая со стороны некая... ребенка это больше Ну, понятно, что шутка, это да, то есть они это что такое видят, то и как бы, да. говорят, да, но мы же слышим, как слышим, да, муж. Где Мгм. ты чувствуешь обесценивание? Ну, мне кажется, во всем. Как оно звучит в вашей жизни? То есть это все ерунда, это какая-то блажь, то есть какие-то мои внутренние тараканы, то есть почему он должен содержать семью, а я, то есть только вот бизнесом занимаюсь, то есть не вкладываю ни во что, то есть для меня, ну, ничего, ну, как будто бы я ничего дома не делаю. Хотя, в принципе, то есть на мне все, то есть, ну, как бы развоз там детей по кружкам, ну, мы эту обязанность как бы делим, да. Да, он оплачивает полноценно, то есть покупает продукты. Я, ну, что-то я покупаю, что-то он. А, Какие-то, допустим, не знаю, там праздники, мы также все вместе все это организуем. Но вот если дело касается какого-то бизнеса, ну, моего, то все, ну, то есть если он занимается, он, значит, работает, деньги зарабатывает. А если я занимаюсь, то, значит, я вот плохая, потому что я вот бросила свою основную работу, хотя инициатива от того, чтобы я ушла от своей основной работы, больше, наверное, исходила от него. То есть, чтобы я определилась. То есть тебе же вроде как нравится и твоя профессия, и вроде нравится вот эта вот новая твоя профессия. Ну давай попробуй, я тебя поддержу. Ну то есть как бы я ему сразу говорила о том, что, ну ты понимаешь, то есть бьюти-сфера такая интересная. То есть сейчас у тебя клиенты есть, там бывают такие месяцы, когда у тебя, например, клиентов нет, а у тебя там аренда, я не знаю, там какие-то еще расходы, то есть которые ты должен платить. И то есть я могу на тебя положиться? Да, конечно. В итоге получилось наоборот. То есть я к нему за помощью обратиться просто не могу. Когда у меня, если помощь, да, то есть это финансовая, например, какая-то, если я обращаюсь, зачем, почему, сколько тебе надо, не дам, да, то есть, ну, как бы вот такие вот. И оно, знаешь, даже думаешь, а нахрена мне это все вообще? Ну, а зачем я вот это вот все делаю? Ну, как бы, Зачем ты это все делаешь? наверное, делаю для того, чтобы не рассчитывать на него. Ну, то есть, чтобы обеспечивать самой себя, своих детей, чтобы не рассчитывать на чью-то помощь, что кто-то мне придет и поможет. Ну, то есть, вот, наверное, для этого я сейчас работаю, то есть создаю свое имя, там, то есть как бы нарабатываю базу, то есть все вот это вот, чтобы у меня была какая-то, наверное, подушка безопасности, чтобы я могла, ну, без проблем там, ну, как бы разведемся мы, не разведемся, да, то есть будем ли мы дальше жить, чтобы я не была какой-то, знаешь, попрошайкой, наверное, что ли, постоянно там дай, 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 чтобы я сама могла что-то делать, что-то, не знаю, покупать, там, путешествовать, да, то есть, ну, как бы вот, наверное, так. Я правильно понимаю, что в основе твоих глобальных этих фантазий о какой-то глобальной деятельности лежит обесценивание, недоверие мужу и желание освободиться от зависимости? Ну, наверное, да. А если мы уберем всю эту историю? Нет обесценивающего мужа, да, сына, который видит в тебе толстую маму, да, ты на самом деле, как говорится, вольна, свободна, все, что ты хочешь сделать. Что бы ты делала? В каком бизнесе ты была бы? Как бы ты развивала этот бизнес? А может быть, ты бы вообще бы не развивала, а сидела на шее у мужа, да, и хотела бы, например, богатого мужа. Ты. Вот если бы не было вот этих критичных обстоятельств, которые постоянно тебя толкают, ну, как ты говоришь, да, становиться мужиком и идти зарабатывать, и в достигаторство, как ты это называешь. Ну Потому да. что по большому счету, да, есть реализация мечты. Ну, вот как мы, например, сегодня, да, собрались. Это какая-то была идея, и мы с ней что-то делаем. И есть, когда намерение вот у этого воплощения, оно какое-то другое. Ну, не знаю, у кого-то прославиться на там, весь мир, да, или мужу что-то доказать, или быть от него независимой, потому что в голове, возможно, уже давно крутится идея про развод. Просто непонятно, как ее оформить. Что бы ты делала?
Ну, вот в моих идеальных, да, вот отношениях, Так, как ты скажем, да, можешь себе позволить да, в голове как я бы помечтать. хотела, да, Да. что у меня, Как бы тебе было вот хорошо, знаешь, вот когда ты думаешь об этом, и тебе с этим хорошо. когда у меня есть поддержка, опора, то есть когда я вижу перед собой мужчину, например, который, знаешь, как стена передо мной стоит, и я знаю, что я могу на него облокотиться и там поплакать, и, то есть я получу поддержку. И я работаю, то есть занимаюсь тем, что мне нравится. То есть я не напрягаюсь вообще о том, что как бы, блин, у меня там нечем, например, закрыть аренду, блин, у меня там нечем. Я просто работаю, ну то есть свое удовольствие, также вот просто принимаю своих любимых клиентов, просто работаю. Прихожу домой, провожу время с семьей, и мое состояние легкое, понимаешь? То есть вот оно... Вот сейчас на самом деле, как бы, когда у меня организм как будто бы, знаешь, замедлился, у меня вот раньше что-то вот гонка была, а сейчас такое ощущение, как будто бы вот эта гонка остановилась. И внутри все уже давно замерло, то есть оно уже не бежит никуда. И вроде как бы, знаешь, вроде стабилизировалось, вроде сейчас вот вроде как размеренно, и вроде хорошо. Что бы вот ты сейчас с этим сделала, что есть? То есть вот если бы ты была в этой легкости, что бы ты туда привнесла? Может Поддержку быть, вот домой бы принесла. То есть мне вот здесь, вот на данный момент на работе мне комфортно, мне хорошо. А вот дома я бы вот, ну, прям вот взрастила бы эту поддержку, которую я пришла и могу, допустим, ну, вообще не знаю, поехали там, не знаю, куда-нибудь, собрались, там, с семьей все выехали, да, то есть не вот это вот все, когда домой то есть приходишь по большому один. счету ты должна изменить мужа, я правильно Ну, понимаю? получается Или так, да. поменять его, или Да, либо изменить поменять, его? либо Не изменить. меняйте людей, меняйте людей. Да. Ну, я думаю, что здесь, наверное, возможно, конечно, большая уже проблема в том, что мы очень давно вместе и уже просто, ну, как сказать, притерлись настолько друг к другу, что мы даже вот один подумал, второй сделал. Ну, то есть вот так даже бывает. Или, допустим, я только подумала, он же мне позвонил. То есть уже до такой степени у нас 23 года отношений. То есть мы с ним практически с института вместе. И, ну, то есть и вот такие Он отношения. только сейчас стал обесценивающим и не поддерживающим. Мне кажется, только сейчас я стала замечать. Мгм. Потому что раньше как будто бы не считала себя достойной, что ли, в плане, ну, то есть как вот, как сказали, так и надо, да. А сейчас как будто бы я стала себя больше ценить. То есть вот это вот стала смотреть на всю эту ситуацию со стороны и просто вижу, как это все, ну, то есть меня просто угнетает. А, У нас очень мало взаимных разговоров. Ну, то есть в семье мы практически не разговариваем, то есть только о детях, то есть какие-то такие вопросы. Вот. Если настроиться на какой-то такой серьезный разговор, я не знаю, я месяцами это все вынашиваю, потом это все вот с такими как бы слезами совсем как бы высказываю это А что все. бы ты хотела осуществить в семье в плане Ну, разговоров? наверное, больше разговаривать, больше прислушиваться как-то друг к другу, учитывать интересы и одного, и другого, да, то есть, как бы, ну, чтобы это не было в одни ворота, допустим, я только твои интересы учитываю, а ты как бы знаешь, ну, тебе не положено. Ну, как бы так. Но это все-таки во многом, да, от него зависит, скажем так. То есть будет он тебя поддерживать или Ну, нет, это это уже да, вопрос, наверное, ваших разговоров, да. насколько ты способна сказать, мне нужна твоя поддержка, а он способен на это услышать и откликнуться. Но вот мы эту часть уберем. Что бы ты сделала там, В семье, в бизнесе? в бизнесе. Худела бы ты или нет, если бы не сын? Наверное, бы худела, но худела уже не для того, чтобы а, кому-то показаться, да, что я все-таки могу, да, то есть с таких размеров до таких похудеть, Мгм. наверное, бы вошла бы в тот комфортный вес, который мне Что комфортный. тебе сейчас не дает это сделать? Ощущение, что я как будто бы защищаюсь от всех. Ну, то есть Мгм. вот наедая вот это все, то есть это Мгм. какая-то защитная реакция от окружающего мира и все. От Ну, чего именно ты там защищаешься? Тело, да. Барьером серьезным слушать. да. От чего именно ты защищаешься? Возможно, от вот таких вот нападок.
Мужа. Ну да, наверное, да. По большей части. В последнее время началась ловить на мысли, что я просто не хочу данного человека даже в принципе. Ну, то есть я понимаю, что я, видимо, вот этим вот всем стараюсь показать, что я как бы некрасивая, то есть меня не надо любить, меня не надо ценить. То есть вот такая вот я есть. Вот такая. Почему столько мучений? Почему не сделать все намного проще? Не знаю. Возможно, воспитание такое. Ну, то есть, что надо вот терпеть, как говорится, родители терпели, то есть и ты на себя там также дальше. Ради детей, наверное, больше думаешь, что они будут сильно переживать, если, допустим, мы разойдемся. А тебе? Ну, у меня тоже, видимо, какая-то своя выгода есть. Я Вот. спрашиваю, а тебе как хочется? М? Как ты все время? У тебя же все время это в голове. Ты все время с этим живешь. Там все время идет какой-то сценарий у тебя в голове. Там Там что все время тебе много. рассказывают. Там много. Что там? Да, там беззаботная жизнь. Там, Беззаботная жизнь. да. Как выглядит твоя беззаботная жизнь? А, Когда я не парюсь вообще по поводу всего вот этого, не бизнеса, да, то есть не парюсь по поводу работы, ну, в плане, Мгм. просто не парюсь, куда я, допустим, хочу отдыхать, поехала отдыхать, то есть, ну, у меня там много финансов, да, то есть как бы, Так. когда То я есть я правильно понимаю, что вот эти глобальные идеи — это про то, чтобы обеспечить себе вот эту ну вот да, иллюзию наверное, беззаботной да, жизни? Я правильно да, понимаю? иллюзия беззаботной А ты жизни. там, где вот у тебя много денег, мужа бы бросила? Ушла Брось. бы? Мне кажется, да. То есть дети здесь ни при чем, я правильно Ну, наверное, понимаю? да. То есть вопрос денег. Вот, кстати, да, вот вопрос вот этот вот денег, он иногда, мне кажется, что он очень многое у меня замещает. Ну, то есть любовь, да, допустим, это тоже можно приравнять где-то к деньгам, бизнес, да, то есть к деньгам. То есть вот это вот, ну, как бы мне вот это не совсем нравится, знаешь, как Что? будто бы я алчная какая-то, да, то Как есть вот будто эти вот бы. какие-то вот в голове сразу начинают, То есть для тебя хотеть денег плохо, да. но при этом, как только я бы их получила, я бы нахрен все бросила бы и пошла бы в свою прекрасную, Ну, беззаботную жизнь. Да, вот скажи, как вот с этим разобраться? А? Давай попробуем. Вроде бы все правильно, да, то есть я на самом деле боюсь этих денег. Ну, как бы 100% оно однозначно. Во-первых, я у тебя, иду. скорее всего, как только появятся деньги, ты понимаешь, как ведь жизнь, она очень интересно Да. устроена. Женщина, которая хочет денег для того, чтобы разорвать семейные узы, бросить мужа и всем сказать и показать как бы один палец, ей могут не дать эти деньги, потому Ну что вот, да. получается, что только в смысле ее безденежья существует семья. То есть получается, что здесь подспорье, оно как бы не самое лучшее, да? Ну То да. есть ты получаешь деньги, сразу бросаешь. А возможно, здесь история не про это, и ваш брак не об этом. Да? Это первое. Второе. Деньги — это плохо? Я думаю, там и бизнес-модель такая, где денег не заработаешь. Изначально. Ну, это будет обязательно, да, дойдем до этого, Ну, потому что скорее понятное всего. дело, что здесь вообще с деньгами очень много всего связывается. Но для тебя деньги — это плохо? Нет. А почему же, когда ты хочешь денег, ты алчная? Получается, говоришь ты одно, Ну вот, да, я говорю, выдаешь что совсем вот другое. я не скажу, что деньги плохо. Так, Деньги это возможности. То есть так. взять для себя какую-то возможность. Какую ты хочешь взять возможность благодаря Ну, денег? я очень люблю учиться, то есть мне прям вот это вот нравится, вот этот процесс Так. обучения, то есть развиваться, допустим, как личность. Я бы, допустим, какие-то психологические тренинги, возможно, посещала, Так. возможно, поработала бы с психологом, да, то есть, Мгм. не знаю, поменяла бы, не знаю, полностью весь гардероб, то есть сменила бы, то есть, ну, прям вот себя бы там вот красиво наряжала бы. Ходила бы по салонам, прям старалась бы, прям. То есть для меня это прям возможность. Мгм. Вот. Так возможность или развод с мужем? Нет, возможность больше. Муж, он, знаешь, как тебе сказать, он вроде бы и нужен, Мгм.
И с другой стороны, знаешь, я вроде все Вроде сама. нужен, да, непонятно пока для чего. Да. С другой стороны, не нужен. Да, с другой стороны нужен, и вроде как, ну, то есть и ты сама можешь. Хочется просто, чтобы, ну, как бы, на мужчину все-таки можно было опереться. Хочется не мальчика, а мужчину именно, вот, ну, как бы рядом с собой ощущать. Вот чего хочется. Что такое в данный момент опереться? Это как бы картинка того, что он абсолютно тебе обеспечивает легкость бытия, в которой ты просто творишь. Ну, возможно, да. Да, так. А он здесь какую историю занимает вообще во всем этом? А ему-то кто легкость бытия обеспечивает? Кто ему легкое Да. родитель. А, то есть я правильно понимаю, что здесь как бы ты как будто бы обделена немножко в этой всей истории? Ну, может быть, я То есть ощущаю у себя... него как будто бы есть какая-то некая легальность, да, на все Да. эти чувства. Ему кто-то помогает. Да. А ты как себя ощущаешь во всей этой истории? Вообще обособлена от всей семьи. Ну, то есть они вот здесь, вот, а я вот здесь. Ну, то есть даже дети мои там, а я вот здесь. То есть меня как будто так бы сюда не получилось? взяли. Как так сложилось? Почему? Ой, у нас даже когда мы замуж женились, родители очень были против вообще Тебя? принятия меня в семью, да, то есть хотя мы на тот момент уже лет 10, наверное, встречались. Вот. Потом случился брачный договор, а у меня в голове, то есть брачный договор, это все, то есть мне уже изначально не доверяют, то есть меня берут в семью, но уже изначально, то есть меня как бы ни во что не ставят, то есть как бы я уже все, я уже бросила, уже бизнес весь отняла, то есть и ушла, то есть уже изначально, то есть меня вот здесь вот уже. И потом даже просто в семейных отношениях какие-то, знаешь, тоже вот мы и ты. Вот мы, ты. То есть, ну, вот это А вот вот как мы бы... это они кто, а ты кто во всей этой истории? Мы это вот... Какой у них окрас, а у тебя какой окрас? Кто вот эти две разные стороны? не красные, я белая. Не, ну, я так понимаю, что они какие-то там, у них все как-то повыше, получше, Ну да, как бы, постатуснее. да, правильно вот я ощущение, понимаю? да, что как будто бы они в статусе выше, а я как будто с деревни, да. То есть А я ты как чувствуешь? вот так себя и чувствую. Как ты себя чувствуешь? А ну Чувствую, опиши нам, вот как ты чувствую, себя чувствуешь как в будто бы своей я, семье, я как так будто бы скажу. я, ну, как приживалка, то есть пользуюсь всем вот этим вот благами и как будто бы ничего не отдаю. Вот так вот себя чувствую, то есть прям приниженно, как будто бы я должна обслуживать все, ходить только, то есть делать, ну, то есть, но ничего не иметь, вот так. Давай попробуем немножко обыграть эту историю. Представь себе, что вот это все тебе рассказывает твоя дочка. Очень твой тобой любимый ребенок, которому ты желаешь только счастья. Вот она в такой семье, вот у нее такая история. Вот она тебе рассказывает это все и рассказывает, как себя она чувствует. Ну, Что ты ей я бы ей скажешь? сказала уходить с этой семьи, то есть, ну, Почему? ценить себя, то есть начать, ну, как бы попробовать начать ценить себя. Давай предположим, что она не готова к таким кардинальным шагам, как уходить. Есть еще какие-то варианты? Ну, изменить отношение К чему? ко всему, то есть чему? полюбить себя. Что это значит полюбить себя? Что здесь не так? Выше себя поставить как-то, ну, не знаю, даже Что такое выше себя поставить? стоять за себя, то есть, ну, Стоять за ну, себя. то есть В высказывать чем? свое мнение. Так, высказывать свое мнение. Тут такое впечатление, будто семья не твоя. Ну, не Вот ее моя. без тебя создали. А тебе как будто разрешили ее типа создать. А на самом деле как? Вот ты дочке попробуй своей сказать, как на самом-то деле? Семья чья? Ее. Ваша, предполагаю. Ну Муж, да. ты, дети. Ваша семья. Твоя и его, Угу. прежде всего. Так какое место она там занимает в этой семье? Ну, вообще ведущее, главное место она занимает. То есть она это создает. Что именно она создает?
То есть Ну, вот где она действительно ценность в этом? ну, в своей семье. То есть, Где именно? Что она делает для этой семьи? Почему она должна тебе поверить, что она там ценность? Как ты ей это объяснишь? не знаю. Ну, попробуй со стороны посмотреть на свою жизнь. Она ничего не делает? Распиздейка? Нет, Нет. А что она делает? да все. Что она все делает? Моет, убирает, готовит. Огород у меня еще есть. Так. Садит, не знаю, полит, А детей дети? разводит. Ну, дети. Детей рожал кто? Детей рожает, да. Так. Ну, ты вот ей скажи точки-то, а то она вообще не в курсе, блин. Она там приживалка, вообще случайно ее туда взяли, голову босу, без трусов, судя по всему. Ну, да. Пару раз мне так сказали. Да. Ты дочке скажи, как бы ты сказала, как любящая мама. Вот ей нужно помочь сейчас. Скажи ей. Кого-то слов найти не могу, не знаю, с чего начать ей говорить, что она Но она тебе важна, приходит и важна в этом говорит: мам, семье. я там никто. Вот они, а я что? Я, а вот они, а я. Ты ей что будешь говорить? Что она детей родила, Дальше. воспитала, Так, за домом смотрит, так, дальше. мужу готовит, Так. готовит, убирает, Так, убирает. так. Дальше. Всё. Дальше? Говори, говори. Вчера. Ну, уют, может быть. Да, да. Уют создает, да. А почему работает только он? Ну, потому что деньги приносит, значит, работает. А все остальное считается как вроде как не работа. А ты как считаешь? Ну, я так не считаю. Считаешь? Ну, в какой-то степени, наверное, да, считаю, но сейчас я уже немножко по-другому стала думать, что как бы Как? вот это все тоже считается работой. То есть и там кушать приготовить, Так. и убраться, Так. то есть все убрать, помыть, все это, все Так. это То есть тоже ты считается. работаешь. Я Здесь тоже работаешь, еще там еще там работаешь. работаю, да. Я хочу сейчас вот сделать прямо, как говорится, отклонение немножко. В семье есть два работающих человека. Два. Всегда. Это муж, это человек, который приносит деньги. И это жена, которая выполняет другой функционал, но это тоже работающий функционал. То есть это две равноправные личности с разностями функционала. Но и одна, и вторая личность – это работающие две личности. И у женщин есть очень частая история про то, что они как будто бы не дорабатывают. Вот раз она нал не принесла, Ну да, вот, за который да, продукты есть можно такое. купить, то как будто она должна отпахать еще в 100 крат, чтобы заслужить место в этой семье. Есть такое, да. Я бы еще посчитала, если она не будет это делать, сколько это будет стоить. Это Клининг, вообще другая история. клининг, заказ еды. Ну, то есть ты сколько денег зарабатываешь вот этим? Ну, то есть сколько это стоит, вот такая работа? Мне просто Если бы это делали другие люди. недавно предъявили о том, что, ты знаешь, говорит, я тебе 99,9. Ну ладно, говорит, типа 100% тебя обеспечиваю. Я думаю, нифига себе. Он такой, ну ладно, не 100%, 99,9 я тебя обеспечиваю. У меня аж рот. Что, говорит, у тебя модель поведения у родителей другая, что мать не работала, что ли, что ты вот так вот, типа того, что я думаю, ни хрена себе, я не работаю. Я тогда стояла в теплице, высаживала помидорки. И вот он, значит, мне правду матку тут, значит, высказывает о том, что я ни хера не делаю. Думаю, вот это дожила. Думаю, вот это хорошо. Давай еще раз. Работающая? Работающая, Уверена? уверена. Доказывать ему будешь это? Вот честно, вот я не хочу доказывать. Нет смысла. Нет смысла, да. А что ты сделаешь? Зачем тебе деньги? Зачем тебе Пойду и деньги? заработаю. Зачем они тебе? Сейчас мы перейдем к тому, как заработать. Чтобы не просить. Чтобы... То есть все-таки в основе будет, ну, скажем так, некое выйти у него из зависимости. Да. Если, ну, как бы, если вдруг, не дай бог, чего случится, чтобы я
не осталось, скажем так, без всего. Мгм. Ну, наверное, вот так. Почему же до сих пор ты их не заработала, если у тебя такой серьезный мотив? Как будто не хочу. Понимаешь? Почему? Вот не могу понять, почему именно. Либо мне нравятся вот эти созависимые отношения, либо если я выйду именно из этих отношений, то есть я перестану зарабатывать. Ну, то есть сейчас я, вот знаешь, как будто бы у меня есть там вот нужда, да, ну, не то, что нужда, как бы вот я пошла и вот и делаю действия. Если Для чего? у меня... Чтобы ему доказать? Вот смотри, какая ситуация, да, вроде как. Я вроде зарабатываю. А если этих отношений, скажем так, мы уберем, Да. то я Для себя не будешь? не буду как будто бы для себя делать этого. Как Кому- будто бы мне уже... кому знаешь, как будто- доказывать-то? Кому доказывать, да, кому доказывать-то уже. Так ты, что- получается, все это время врала нам про учебу, путешествия, там эти все Почему? курсы? Нет, я это хочу. Так, еще это раз я стоп. хочу. Это я Ты хочу. хочешь, чтобы это кто-то обеспечил тебе? Наверное, даже не обеспечил, скажем А так, что? добавил, например. Ну, то есть у меня есть какая-то сумма, мне, допустим, не хватает, мне добавили. То есть, вот, наверное, вот так я хочу, чтобы это было. То есть не чтобы я там одна, допустим, чтобы в меня верили, да, то есть и говорили, то, блин, классно, что, тебе не хватает денег? А Давай тебе, делай. тебе самой деньги нужны? Да. Зачем? Ну, вот я же говорила, хочу. Чего хочешь? Путешествовать хочу, одеваться хочу, учиться хочу. Ну, как бы все хочу. Развиваться хочу. Зачем тебе это? Чтобы стать Какой? бизнес-вуменом. Ты же сказала, что тебе это не нравится, достигаторство. Чего ты хочешь на самом деле? Не знаю. Вот Чего как перед хочу? Богом, чего ты хочешь? Спокойствие. Спокойствие. Спокойствие это что? В твоем понимании, как ты ощущаешь слово спокойствие, это что? Оно о чем? Что такое спокойствие? Жить не из нужды, а вообще просто, ну, как бы просто жить. Просто жить, наслаждаться. Я предполагаю, что ты не живешь из нужды. Не живу. Не живешь, у тебя кушать есть, одежда есть, Теплица растет. теплица есть, растет. То есть, ну, из нужды ты не живешь. Не живу. Не хочет, ну, я говорю, не хочется вот этих вот каких-то Чего? попрошайничеств. А хочется чего? Я правильно понимаю, что ты на сегодняшний день не зарабатываешь столько, чтобы не попрошайничать? Я зарабатываю достаточно. Ну, достаточно для себя. Окей, то есть достаточно для того, чтобы не попрошайничать, я Да, правильно понимаю? да. То есть ты не попрошайничаешь? Нет, я Так. не попрошайничаю. Опять, Я не- опять не то. Нет, дело не в том, ну, скажем так, я покрываю все свои расходы, Так. которые у меня есть. Он тебя этим, ну, как-то тиранит? Не дает тебе возможности это делать? Нет, он мне в этом не тиранит. А что? Он мне не дает возможности, ну, то есть, наверное, Какой? он не проявляет ко мне. То есть из-за того, что я вот, скажем так, зарабатываю, Так. то есть трачу на себя там Мгм. что-то, то есть от него я внимания не получаю. То есть, ну, как бы там... В денежном Внимание эквиваленте. или даже деньги? денежно. Деньги. Внимание или деньги? Нет, не в денежном, вот именно внимание, да, то есть, ну, как бы, чтобы там, не знаю, букет цветов там тебе подарили, знаешь, там в ресторан тебя Это потому, что сводили. ты зарабатываешь. Ну, вот, наверное, да. То есть, если ты не будешь зарабатывать, он будет тебе цветы дарить. Не знаю. А с чего ты это решила? Нет, это важная очень штука на самом деле. Огромное количество женщин не идут работать потому, что они думают, что все на этом мужик перестанет их как-то, ну, обеспечивать, снабжать и дарить подарки. Ну, А мой например. изначально этого не... Ну, как бы он делал, потом, когда мы уже начали жить вместе, уже, знаешь, как бы, ну... А ты говорила ему? Что, типа, ну, Василий, Хочется внимания. хочется внимания, Да, цветов, Так, да. романтическое свидание. Да. Устроила, пошла. Сама. сама делала иногда. И? Ну, ему понравилось, он пошел там спать, лег, потом дальше все, как бы, ну, дальше, извините.
Окей. Ну, как бы раз-два, то есть... Предположим, 23 года я даже могу предположить, что это так. Я могу На самом предположить, деле. что... Не даже без предположить, это точно. Так еще раз, значит, ты не нуждаешься и ты не попрошайничаешь. Ну, У практически тебя нет. на себя, я так понимаю, все, что тебе нужно, есть. В чем проблема все-таки? Это не проблема и это не проблема. Потому что я очень сложный человек. Другое дело, что ты как будто бы так чувствуешь. Ну, может быть. За счет чего? Давай так. Есть ли у тебя возможность полноправно с этим человеком принимать какие-то решения, распоряжаться каким-то имуществом, да, например, у вас там есть какие-то общие деньги, ты там, если действительно нужно, ты спокойно из этого всего взяла, или вот что вот у тебя есть, Что у меня есть, Всё. это все, да. Ну, нет, у нас есть имущество, у меня есть машина, то есть Так. моя, у нас есть квартира, которая напополам, так, вот. Ну, это все, Так. что остальное, то есть получается, что, ну, как бы, что я зарабатываю, ты тратишь на себя. да. А он продукты, там вот это вот Дети, все, кружки. дети, я правильно понимаю? Ну Это да. он оплачивает. Да. А в чем же ты чувствуешь себя попрошайкой? Когда я прошу деньги, допустим, когда мне чего-то не хватает, ну, Так. бывают Ну что? же месяцы, например, Бывает. на те же ежемесячные платежи, возможно, Да. какие-то не хватает мне, там, допустим, мне нужно там, захотела я там сходить на массаж, то есть, ну, то, что я хочу, вроде как, знаешь, заботу вроде вот в этом проекте, то есть подари мне там что-то, чтобы я себя почувствовала как-то приятно, Так. вот, и когда, или, допустим, бывают такие моменты, то есть вот детей вроде как он оплачивает, да, но каждый месяц я должна подойти к нему и сказать, мне нужны деньги, чтобы, ну, то есть заплатить ребенку за английский, Так. например. Мне нужны деньги заплатить ребенку там за Так. второй там кружок. Окей. Он начинает, а что ты не заработала? А Типа? почему это тебе нужны деньги? Ну, А потому мне что надо заплатить за ребенка. Постановка вопроса. Мне нужны деньги. Что? Ты не можешь сказать, Василий, заплати за английский. Вот. Кружок. Не, ну, во-первых, Нет, не нет, мне нет, или там, он, а там, нам. нет, там, Да. нет, там, в принципе, как бы не суть важна. То есть я подхожу, говорю, там, надо Элине, допустим, заплатить за английский. Так. А что ты работаешь, ты что, не можешь заплатить? Нет, не могу. Ну вот у нас в этом у меня сразу как бы это как Что? бы, а что действительно, что я не могу заплатить за ребенка, думаю, что, то есть вот сразу в чувство вины себя вгоняю, то есть почему я не могу заплатить за ребенка? Ну да, могу заплатить. Я говорю, ну как, и я ему говорю, да, нет, я говорю, я не могу заплатить. То есть Так. я хочу, чтобы ты там заплатил. У меня нету. Ну, то есть, что хочешь, ты и делай, как бы. Не А буду давай просто- представим себе, что у него действительно нет, например. И у тебя нет. Ну, Так. И ну, как я из возьму, этой я с ситуации кредитной выходить? карты возьму, как бы и заплачу. Ну, то есть для меня это не проблема будет. То есть я найду деньги. Ну, то есть если мне сказали, что нет, Так. я пойду и найду. Так проблема в его постановке фразы? То есть если бы он тебе сказал, слушай, у меня нет. Ну, может быть, да. То есть, ну, как бы, ну, сейчас, допустим, нет. Ну, Ну, то есть, может быть такое. ну да, я вполне подразумеваю, что такое возможно. То есть, ну, как Ну. бы такое нет. Наверное, да, то есть можно сказать по-другому. Блин, ну, сейчас нету, давай там завтра, послезавтра дам. Ну, то есть вот так. А тут сразу начинается такое, знаешь, с претензий, как бы, ну, как бы не дам, нет. И знаешь, вот такое вот, ну, иди да сама заплати. Ну, то есть вот такое вот начинается сразу. А ты каким образом строишь обращение к нему? Вот когда у тебя нет заплатить. Можешь приблизительно отыграть, как это происходит? Ну, я когда подхожу, спрашиваю, у меня, допустим, у меня предстоят платежи, там, мне не хватает, там, такой-то суммы, например. Добавь мне, пожалуйста. Ну, знаешь, и сразу такое лицо. Нет. А когда у него есть деньги? Когда у него есть деньги, Тоже такая же реакция будет? Вот, например, у ну, тебя нет, а у него он есть. все равно будет. А что, типа, что сама не можешь? Ну, то есть вот он будет вот так вот этими вот, но даст.
Ну, то есть, когда у него есть деньги, он будет тебя вот, ну, как бы вот этими словечками, фразами все равно тыкать, но даст, положит деньги. Ну, на, типа. Так независимость тебе от этого нужна? Наверное, да, тоже в том числе. Независимость. Получишь независимость, уйдешь? Не уверена. Нет. Потому что здесь, ну, как бы привыкла, наверное, к этому человеку уже. Ну, я уже не знаю, любовь это не любовь, да, то есть, ну, наверное, нет. Ну, то есть не смогу уйти. Не уйдешь. Не смогу. Возможно, через какое-то время, когда еще чуть-чуть помучаюсь, пострадаю, то есть, вот, уйду. Но сейчас, на данный момент, как бы вот так вот встать, просто и уйти, я не готова. Теперь вернемся к началу разговора. Я хочу чего-то глобального, и это бросаю. Что на самом деле из тех глобальных вещей, которые ты хочешь, тебе действительно нужны? По-настоящему. Не как доказать, не как для него, не для того, чтобы получить независимость, а то, что действительно тебе нужно. Тебе хочется. Мне любви хочется. Приплыли. Любви, внимания, признания. Признание. А как сама себе это обеспечиваешь? Никак. А получаешь? Как? Ну, соответственно, ничего не получаю. Что мы будем в данном случае делать? Не знаю, в больничку ложиться на лечение. Психоневрологический диспансер? Да. Потому что иногда кажется, что просто какие-то... Что такое любви? Как бы ты хотел? Я понимаю, что нам хочется от человека получить. Я все прекрасно понимаю, да. Но мы же обычно очень часто отражение некое получаем. Ну, давай уберем его. Вот представь себе, что пришла вон тетя Оля и говорит: бля, буду, мужика не будет у тебя. От него любви ты не получишь. Не будет. Вот карма у тебя на эту жизнь, да? Как-то так сложилось, что ну вот не даст тебе это мужчина. Вот ты это точно знаешь. Все, нет смысла на это рассчитывать. Это просто вот как данность. Что ты будешь делать? Но у меня есть семья, да, ну, в смысле, дети есть. То есть, да, Какие дети в есть? этом Давай вот. оставим тебе детей, ладно. Если ты хочешь за счет них любовь получить, ну хорошо. Хотя это тоже не работает. Там рыбы нет, все. Что ты будешь делать? Что я буду Да, делать? что ты будешь делать? Ну, наверное... Некому доказывать, ни перед кем зарабатывать. Никто, То есть, ну, короче, вот всё, что не- бы ты вот ни этого- делала, это да. не заметят. Не заметят, увидят, не увидят, не да. оценят, Ну, я имею в виду, вот в данности никогда мужчина, не да. похвалят тебя. Ты же, в принципе, Никто, от него ни дети хочешь. твои, ни муж твой. Ну, всё. Возможно, в таком случае Да, я бы, что наверное, ты вообще будешь не делать? рыпалась бы ни в какой бизнес бы. Я бы Ага. просто работала в найме бы, и все, и как бы и все было замечательно, и все. Почему? Ну, раз меня никто не видит, не замечает, ну, как бы, мне какая Нет, разница, мы я говорим, что работаю, мужчины, доработаю. у тебя нет вот этой возможности это получить от мужчины. Перед тобой весь мир. Угу. Ну, перед тобой весь мир. Есть люди, там, клиенты, Другие мужчины, возможно. Ну, мы говорим о том, что не будет у нее мужчины, не будет. Все, не может она это для мужчины делать. А вот вообще, в принципе, что тогда ты для себя оставишь? Вот представь себе, тебе не перед кем худеть, да, давай предположим. Нет мужчины, который тебе будет рассказывать, там, надо тебе худеть или нет, оплатит он тебе там кружки детям или нет, в красном ты будешь или в черном, в какой тебе На бизнес стиле, идти. как, не на стиле, да? Ну, на стиле, не на стиле. Вот его нет, тебе это гарантировали, подписались и сказали, все, верняк, не будет. Что ты себе оставишь? Что в Из твоей чего? жизни Из чего? останется? Из чего? Что у тебя есть? всей жизни. Весь мир, все твои фантазии, твоя голова, все твои умения, любые твои желания, любые твои «хочу». Но что ты себе оставишь, если не будет вот этого внешнего стимула в виде мужчины? Мужа, например, данного. Не будет его. Ну все, вот выброси из головы, там 100%. Работу.
Какую работу? То есть Косметологию. косметологию. В каком формате ты будешь работать? Вот никто тебе не будет рассказывать, много ты работаешь или мало, надо тебе развиваться или не надо. Вообще никто тебе это не будет решаешь. рассказывать. Да, то есть только ты делаешь выбор, вот, например, снимать нам это шоу или не снимать. Ну, вот нам точно, Элла, тебе муж говорил, снимать или не снимать? Нет, тебе говорил муж? И мне не говорил. Вот мы втроем собрались и решили, что у нас есть такая странная идея. Чисто для себя, не доказывать. Мы вообще не знаем, во что это выльется. Ты для себя что оставишь? Ну, я оставлю работу косметологом, и я бы, наверное, работала в салоне. Ну, то есть... У кого-то? Да, При у ком-то? кого-то. На аренде. На аренде. Ну, в принципе, как и сейчас, да. Как и сейчас я это делаю, да. То есть я бы осталась бы на аренде просто при салоне косметологом, и все. То есть мне это приносит Этого удовольствие. тебе достаточно? Да, мне этого достаточно. Тебе достаточно столько, сколько ты зарабатываешь? Там были бы какие-то глобальные идеи по поводу? Ты бы хотела бы что-то менять? Нет, я бы хотела бы, чтобы все текло, ну, скажем так. Вот я Постепенно. косметолог, Да, как постепенно, я да. иду, так иду, клиенты там пришли, Опыт растет, да, ты что-то опыт новое растет. изучаешь, Ты какие-то бы там- развивала как-то, в принципе, косметологию? Ну, типа, снимала бы какие-то там, может быть, штуки-дрюки, да, кому-то рассказывала, какие-то буклеты, может быть, делала, учебу там добавляла себе какую-то. Учебу, наверное, добавляла бы, потому что все равно хочется Потому что, судя навыки. все-таки из того, что 17 лет ты проработала провизором, правильно я Да. понимаю? Ты очень стабильный человек. То есть, ну, это далеко не каждому дано. Мне, например, точно не дано 17 лет проработать провизором. То есть ты, в принципе, где-либо вообще. Да. То есть ты, в принципе, достаточно, да, ну, способный монотонно выполнять одну и ту же работу, и как бы тебя это не парит. Это твоя суть. У тебя там за 17 лет не штырило тебя постоянно куда-то убежать? Нет. Не штырило? Ну, я только по карьерной лестнице. Ну, по карьерной лестнице. Ну, как бы тебе было Ну, спокойно это с этим, я поступательно. правильно понимаю? Спокойно, потихонечку, постепенно Как ты идет? росла. Да. Верно? Да. Постепенно ты росла. Вот ты сейчас косметолог. Вот у тебя уже есть, ты что-то сделала с этим. Ну, вот сейчас вот как будто Да, бы я уберем вот мужа. внизу. Нету его. Да Ничего не надо нету, ему доказывать. нету. Его не Я будет. вот сейчас как будто бы внизу, да, то есть я, Да. ну, как Что бы... что вот ты бы с этим, вот у тебя уже есть, ты создала. Ну, давай предположим, у тебя есть вариант убрать сейчас съемный кабинет и к кому-то прийти, или уже оставить съемный кабинет и сделать здесь, принять какое-то решение. Что вот здесь вот останется? Останется съемный кабинет. Съемный кабинет оставляем. У тебя есть Одна- база клиентов твоих? Да, конечно. Так, база клиентов остается. Что еще остается? Сколько тебе надо сейчас денег? Тебе сколько? Мне? надо? Да, чтобы тебе было комфортно. Ну, 200 мне комфортно. Все. Вот ты их имеешь? Ну, Или хочется практически больше? 170, 160 у меня. Ну, то есть вот... Максимум было. Да, минимум? на лайте, на расслабоне 150, 170. То есть, ну, вот. если бы не впрыски мужа, все было бы хорошо. Ну, наверное, Я правильно да. понимаю? Да. То есть у нас остается проблема в детях и в отсутствии любви. Я правильно понимаю? А в детях А какая где-то проблема? чё? Ну, если не хватает ей денег, то некому оплачивать, я так понимаю, кружки А. периодические. Ну Что? да. Ну да. Ну, давай представим себе, нет у нас мужа, как будем решать этот вопрос с детьми? С кружками. Я сама, с кружками. я сама бы платила, то есть спокойно. А я раньше, когда работала в аптеке, то есть и первый ребенок у нас появился, я платила просто за все. Кружки, не кружки, садики, не садики, вот просто за все, понимаешь? Так. Я такая, так, стоп, как бы, извините-ка, а муж-то мне тогда зачем? И я как бы так потихонечку, плавненько такая раз на него все скинула. А вы можете поговорить и разделить расходы? Вот ты платишь за сад, за школу, я плачу за английский, а за танцы платишь ты, Василий. Ну так, ну как бы договоренности какой-то достичь, чтобы Ну, тебе можно, только эта каждый договоренность, месяц знаешь, не она кланяться. Да, вот такой, он вроде бы как бы каждый месяц вроде платит свою сумму, да, то есть я также плачу, то есть он просто, знаешь, такое ощущение, как будто я должна отчитаться, блин, я вот тут за садик заплатила, вот тут я, блин, взносы за... А если за- договориться и сказать, что нет? Ну, я предполагаю, что в семье слово «мы» отсутствует. Вот Да. в чем дело. Да, я У согласна. них есть я и Нет, его ну семья. окей, ты за что платишь? Ты за что готов? садики? Нет, я и Ну, просто, да. как будто я подхожу к твоему мужу и задаю вопрос. Ты за что готов платить? Чтобы мы каждый раз не спорили. Он говорит, я готов вот то. Окей, я готова вот то. И все, и мы разделили, и больше, ну, как бы не тягаем вот это одеяло. Такой вариант вообще возможен? Как ты думаешь? Возможен.
Договориться. Возможен, да, да. Просто я боюсь, наверное, той ситуации, что он просто скажет: плати за все сама. Ну, то есть я вот этой ситуации не хочу. Ну, то есть вернуться вот к той ситуации, от которой которую я скинула на него, грубо говоря. А вот здесь ты рассказывала, что ты хочешь высказывать свое мнение. Да. Ты по этому поводу, он тебе скажет: плати за все сама. Ты можешь постоять за себя в этой ситуации? Нет, наверное. В этом страх. Ну да. Что он тебе скажет: плати, и ты такая: И пойду сдулась. платить. И пойду платить, да. А страшнее самой платить за все или клянчить каждый месяц? Наверное, клянчить каждый месяц. Не знаю. Странный человек, да. А вообще здесь, с тобой вообще все в порядке, абсолютно. Все в Тут порядке. не в Да. этом дело. Тут же дело на самом деле не с тем запросом, с которым она пришла. Тут дело в том, что действительно нарушены некие взаимоотношения. И с любовью, да, и со словом «мы», и зачем вы в браке. Я думаю, что ты не ответишь, наверное, на этот вопрос, зачем ты там. Да, не отвечу. Для того, чтобы было, видимо. Так все-таки давай вернемся, потому что мы все-таки не разбираем сегодня, да, то есть на будущее я хочу сказать, что вопрос не в том запросе, в котором ты пришла. Но он всегда так. Вопрос все-таки, да, в неком неудовлетворении в отношениях с мужчиной. Но еще раз скажи, что ты себе оставишь и чего тебе хочется сюда добавить. Я оставлю кабинет, Так, оставлю своих клиентов, которые Так. у меня есть. Добавить я хочу еще клиентов. это к Ольге теперь. Зачем тебе еще клиенты? Ну, как раз-таки, чтобы вырастить свою базу и чтобы, ну, зарабатывать тот уровень, на котором мне будет прям вообще комфортно. 200? Сколько? Ну, 200, пусть будет 200. То есть я постепенно, то есть я не скачу. То есть мне Это не надо, сколько? чтобы сразу 300, 500. То есть вот сейчас, на данный момент, мне комфортно будет 200 иметь ежемесячно. Вот То есть я... сейчас ты имеешь, ну, грубо говоря, 150. Да. Ну, да, в среднем по больнице 150. Хочешь иметь 200. Да. Это сколько клиентов в месяц нужно новых тебе? Смотря В на какую среднем. процедуру, да, то есть Ну, в среднем. в среднем, ну, человек 10, наверное. То есть 5000 средний Да. чек у тебя. Ну да, где-то так. Вот не где-то надо посчитать. Сейчас, подожди тогда. Нет, вообще. Когда Тебе можно не сейчас вообще посчитать средний чек. Потому что кто-то приходит за 3 делать, У меня- кто-то за 15. Да, у меня раньше был средний чек где-то 3,5-4, вот так вот. Сейчас просто у меня добавилось много услуг, которые есть у меня в прайсе, и поэтому, ну, как бы средний чек я не считала. Вот в Посчитай, последнем. пожалуйста. Надо просто собрать все вместе. А продаешь через что? Как продаешь? Ну, большинство сарафанка и база моих клиентов. Не соцсети, Соцсети, соцсети есть у меня. У меня есть Инстаграм, у меня есть Телеграм, у меня есть ВК, то есть сообщество. Ну, ВК не могу я, то есть, ну, прям вот настроиться. Меня одно время вели, потом как бы я... Кто-то, да? Ну, СММ. Да, сначала вроде бы такой отклик был, хорошо, потом просто наглухо затухло все. Вот. И постепенно просто он как-то отошел. И сейчас у меня в основном это Инстаграм и WhatsApp, Telegram. То есть я вот эти вот либо кружочки выставляю, да, то есть что я что-то... Сама там все делаю. делаешь? Да, я все делаю сама. Ну, нравится тебе этот процесс? Мне этот процесс нравится, но не всегда, я скажу это так. нормально. Потому что бывает, когда я вот целый день на работе, ну, там что-то бывает подсниму такое вот в моменте. То есть я не люблю прям вот планы вот эти писать. То есть вот завтра я расскажу там то-то, то-то, то-то. Нет. Я вот сегодня у меня, вот сегодня я расскажу вот про это, вот хочу рассказать вот про это. И когда я вот так вот рассказываю, это интереснее, это живо, люди реагируют сразу, какие-то смайлики, ой, там запишите меня, то есть ну прям вот так. Сколько клиентов тебе нужно в месяц добавить, чтобы работать на 200? Добавить клиентов. Но это вот как раз-таки, 10, наверное. Да? Ну да, ну давай возьмем 15-20 даже, наверное. Ну, 15 пусть будет, 15. А на вот на 150 сколько у тебя клиентов? Вот в месяц сколько приходит клиентов в среднем? Ну, вот хороший месяц, когда ты заработала 150. Это сколько клиентов? Ну, человек 40, наверное. 40.
Да. Тебе надо прибавить 30%. Ну да. А ты сможешь видеть тогда семью? И В принципе, работать в удовольствие? В принципе, да. Ну, то есть у меня есть, то есть у меня, А как, подожди, а как глобально изменится вообще твоя жизнь, если тебе добавится, не знаю, 20, 30, 40 тысяч? Вот глобально. Ну, во-первых, я смогу быстрее закрыть свои расходы, которые есть типа кредиты, да, которые постоянно вот это тянут. Если я их, скажем так, быстренько от них избавлюсь, там осталось чуть-чуть. Не избавишься. Ну, понятно. Ты же, вот ты сама говоришь, поступательно, потихонечку, вот ты платишь их, плати. Не надо хотеть их закрыть. Ну, я тоже уже об этом думала, что если я их закрою, я Новые, наберу новых, возможно, потому что откроются нужно новые. будет куда-то отдавать деньги, чтобы я зарабатывала новые. Я бы предложила тебе Она посмотреть. вообще говорит волшебные фразы. Деньги нужны, чтобы избавиться от мужа и от зависимости. Кредита Деньги нужны, чтобы от них А меня избавиться. их не будет, потому что я все равно что-нибудь закрою вообще. То есть я их куда-нибудь засуну. Но в любом обязательно. случае мы от денег да. избавимся. Да. То есть от денег в любом случае избавимся, они мне не нужны Зачем вообще. упираться тогда, когда можно не упираться, зарабатывать 150 и чувствовать себя прекрасно? Зачем? Чтобы больше на себя оставалось. Конкретно. Какая сумма? Чего ты хочешь? 100%. Какая- Деньги зачем Какая тебе? сумма тебе нужна на себя? Вот что ты реально хочешь? Там, не знаю. Раз, два, три. Вот 3. Вот у тебя есть... Я хочу каждую неделю ходить на массаж. Сколько денег надо конкретно? Ну, 3500, это что, 4 раза в неделю? 14 тысяч. 14 тысяч. Окей, считаем 14 тысяч. Еще что 14 хочешь? тысяч. Я хочу поменять, покупать себе одежду. Ну, то есть прям захотела, купила. Удовлетворять Да. свои стимулы, да. импульсы. Захотела. Каждый день ты хочешь Ну, покупать нет, не одежду? каждый день. Может, раза 2 в месяц. Ну, 3. сколько денег надо? Ну, пусть 15 будет, 20. 20. Окей, 20. 35 уже. 35, Окей. да. Маникюры, педикюры, то есть... вот Ты же это вот. делаешь их сейчас. Ну, делаю, но я хочу их чтобы... Ну ладно. Ну, это мы же добавляем в расходы. Не-не, ну да, давай, что входит в слово «я люблю тебя», да? Давай так. 40 тысяч мы насчитали еще. Вот 3. Массаж, купить шмот, маникюр, педикюр. Да, и по ресторанчикам еще можно походить. Нет. Я нет. шучу. Просто я люблю... Ну сколько ресторанчик? Ну 10. Ну, 10, да. Полтинник. Полтинник. Да. Все? Ты вот для Больше этого- ничего не надо? Уверена? Пусть она подумает. Я чувствую, что здесь не все. Я думаю, можно закрывать это окно желаний. Не, ну я правильно понимаю, что у нас еще аренда? Кто все-таки хотелось бы, чтобы соцсети вели? Правильно я понимаю? Нет, ну, конечно, конечно. То есть да. это тоже сюда. подожди, Это подожди, сверху. У нас это же только на обучение. себя, да. Обучение, Да. это тоже сюда входит? Обучение. Всякие курсы Ну, какие-то? наверное, да. Входит это сюда? Сколько Да. на обучение? Ну, на обучение в зависимости от того, какой курс. Ну, вот нынче у меня, он так вообще по лайту обошелся, всего 10. Ну, в среднем, 10-15 в месяц. Окей. Ну, да, на обучение еще дополнительно, да. СММ Нетворкинги какие-то. Да, ты нетворкинги, я же да. это не все, я чувствую, Нет, что она тут говорит, чтобы я на нетворкинг. себя хотела, а на себя вот я именно вот... Ну, так как бы это же вот- на себя, нет? Нет, это на себя, но это больше даже, наверное, ближе к бизнесу уже приравнять. А бизнес если- твой? Мой. Значит, на себя. Ну, то есть это все на себя. Да, нетворкинги. Я бы таргетолога бы взяла, то есть, который Интересно, бы что у мне... меня не входят деньги вот в это на себя и это на себя. Ну, тоже не отдельно почему-то. Ну, потому что есть деньги для бизнеса. Оплатить, а тут все-таки на себя. Чувствую, что тут подвох есть. Таргетолог, СММ-специалиста я бы, наверное, взяла бы наполовину, потому что, часть все равно, она должна быть живая все-таки. Вот, то есть где-то какие-то идеи, то есть, что-то, какие-то рилсы там подснимать, то есть что-то такое, которое... А 150 ты зарабатываешь чистыми или это выручка? Это выручка. А чистыми там сколько? А если чистыми, то там как раз-таки, наверное, 1060-70 максимум. То есть, Это то, что остается на тебя. Да. то есть, Ну, на все, вот на всю эту кучу, да, правильно? Практически, да. то есть 70 тысяч это хороший месяц, когда ты чистыми зарабатываешь 70. А 200 ты хочешь чистыми? Или выручку 200? 200, наверное, выручку пока. То есть Ну, 100 не- будет оставаться на себя? Да, то есть 100.
Да. Чистыми пока еще, я еще не пришла к этому, чтобы чистыми прям зарабатывать. То есть Я у бы, меня голова... я бы предложила тебе подумать в сторону, как на своих клиентах ты можешь. А я в основном со своими клиентами Доп. работаю. Доп. Со своими клиентами... Исходящее предложение от тебя своим же клиентам. Мгм. То есть работа с базой – это самые быстрые деньги. А я только так и работаю. Ну, то есть я просто только имею- работаю именно с базой. Я То есть говорю, каждый я месяц... тебе записываюсь на одну процедуру, а Мгм. ты мне предлагаешь что-то еще. И тем самым ты увеличиваешь средний чек. Увеличить выручку можно двумя способами. Увеличить количество клиентов, либо увеличить средний чек. Средний чек всегда попроще увеличить. Мгм. Потому что клиентов новых желательно купить. Ну Они да. бесплатно не придут. Это стоит денег. А вот увеличить средний чек благодаря работе с базой со своей и доп. Услуги, вот это самое простое. Вот в эту сторону подумай, покрути. Мгм. Ну, чаще всего, когда ко мне приходят на процедуру, то есть, ну, как бы здесь, наверное, все-таки аптечная моя работа все-таки сказывается, потому что у нас там столько тренингов и активных продаж и конфликтологии. Ну, то есть много Так было. вот, То есть, чтобы я вот и говорю, что дополнительно ты что-то... можешь и умеешь. Просто Да. маленько покрути. Возможно, ты уже это, много что делаешь из этого. Но еще есть по-любому куда надавить. Ну, да, наверное, есть. Ну, то есть 50 тысяч выручки – это изи. Ну, я согласна. Для тебя легко. Что делать с мужем – это Дарья. С мужем. С мужем. Мужа не переделать. Нужно что-то делать самой. Куда-то самой определиться, чего я Худеть ты действительно будешь? не уверена. То есть тебе это лично не нужно? Я правильно понимаю? Наверное, нет. Ну, то есть лично, ну, и я так подразумеваю, потому что я постоянно слетаю с этого. Ну, то есть я только вроде бы начну что-то делать, и сразу, значит, это не истинная есть цель, которую я хочу, значит, ну, здесь что-то другое кроется. Вот, поэтому я думаю, что, наверное, нет. Слетают с похудения обычно в двух случаях. Либо оно действительно является защитным и достаточно тяжелый процесс какой-то, и там идет заедание нервное, когда не хватает эмоций. Человек обычно ест не еду, а эмоции. Сколько я уже работаю, люди едят эмоции. Как только они влюбляются, занимаются чем-то интересным, зажигаются, там почему-то ешь и худеешь. Угу. Я думаю, что тебе это состояние очень знакомо. Да. И тебе не нужно стараться похудеть. Тебе нужно стараться понять, что ты ешь. Что ты ешь? Тоску, грусть, отсутствие внимания, отсутствие любви, отсутствие эмоций. Люди обычно это едят. Здесь не про еду история. Дальше. Тебе нужно очень четко понять вообще, чего ты хочешь. Не доказывая мужу, никому ничего, потому Как что это понять? здесь очень важно, что ты хочешь. Задай себе вопрос. Ты хочешь путешествовать? Хочу. Чтобы что, зачем? Я вот это хочу, а вот это я хочу. А зачем я клиентов хочу увеличить? Да, то есть потому что ты с одной стороны говоришь, я хочу быть свободной, быть на лайте, и при этом хочешь 70 клиентов привести себе. 70. А где останется место для массажа, кайфа, путешествий, детей, все? 70. Это достаточно большая цифра вообще для количества клиентов. И здесь нужно тоже понять, ты хочешь денег? Тогда зачем? Потому что деньги обычно, я не знаю, Оля со мной согласится или нет, их важная цель. функция – высвободить для тебя время, а не убрать его у тебя. Высвободить. То есть очень важно понимать, что деньги, самая главная их ценность – высвободить тебе время. Купить время. Купить Ты можешь время купить для время. того, чтобы ты делала те вещи действительно, которые 100% выхлоп дают, при этом деньги тебе дают. А у тебя такое ощущение, что деньги тебе не нужны, тебе нужно забить чем-то пространство, как будто бы, понимаешь? И вот ты от кого-то что-то слышишь, да, там ребенок про толстую сказал, там муж сказал про это, там пошла на нетворкинг, там кто-то выступил, ты такая, о, блин, тоже надо. Понимаешь? А как бы своего вот понимания, зачем мне деньги,
Чего я хочу? А оно исходит из того, от чего мне хорошо. Вот массаж, да, мне хорошо. Допустим, там вот это, а мне от этого хорошо. Да? Но зарабатывать деньги, чтобы, например, из зависимости от мужа выйти, это нехорошая мотивация. На нее деньги очень часто не приходят. Понимаешь? Ты с ним 23 года почему-то в зависимости. Ведь это же не просто так. Если бы ты хотела выйти от него действительно Хотела бы, вышла. по-настоящему, тебя бы уже там не было. Но ты этого не хочешь. Я боюсь. Ты хочешь какие-то другие вещи. Тогда чего я боюсь? Остаться одной, наверное. Так это совсем другие истории. То есть получается, деньги, чтобы выйти из зависимости, кредиты набрать другие. Муж 23 года, который я, и там у меня уже, я вся уревелась и обесценивающий. Но чтобы не остаться одной, тогда это же вопрос, с одиночеством нужно работать, с пониманием своего места в этой жизни. У тебя есть профессия прекрасная, ты сама ее приобрела, да? То есть ты рискнула, все заново начала. Зачем? Чтобы мужу что-то доказать? Нет. А Это еще было- зачем? это Я было бы еще, знаешь, что подсветила? Это моя, может быть, галлюцинация. Было сказано, я хочу видеть мужчину, а не мальчика. А я кто? Ну Ты да. женщина Или девочка? Я женщина, а со мной рядом мальчик. Такого быть не может. Не может. У девочки мальчик, у женщины мужчина. Скорпион со львом не спят. Ну, то Скажем есть, так. да. А девочка с мальчиком, у деток не бывает секса и денег. Им не надо это. Ну, это так, просто мысли вслух. Но чтобы понять, что я хочу, возможно, надо начать взрослеть в эту сторону. Возможно, посмотреть. Я просто Ну, это- это вообще очень такой тяжелый, непростой вопрос, потому что когда я хочу легкой, беззаботной жизни, это детский запрос обычно. Да, я хочу, чтобы кто-то за меня все это платил, а я буду такая... фонарики, мороженка. Да, это, конечно, безусловно. Но не может быть такого, чтобы он был мальчиком, а ты взрослая женщина. Ты можешь быть только тогда в таком случае мамой. Да, а он это тогда мальчиком. детско-родительский. Да, то есть это такая история. Но я боюсь, что у вас больше он как раз папа, а ты ребенок, который боится перед ним. То есть он выступает здесь некой авторитетной, значимой фигурой, перед которой ты боишься что-то сказать, попросить. То есть как будто вы не на равных. А вы на равных. Вы на равных. Но ты так себя не ощущаешь. У тебя есть они. И маленькая И я прыг. какая-то Сейчас маленькая то ли пустят я. в дом, то ли не Да. пустят в дом, то ли пнут, то ли... Поддержит, не поддержит. Сегодня так, а сегодня... Да. Вот Взрослеть. это важно. То есть, по большому счету, вот эти твои вспышки, они происходят только лишь потому, что худеть тебе лично не надо. У тебя, может быть, эмоциональный есть голод и желание, да, чувственных каких-то впечатлений. Деньги, Это, возможно, да. тоже не Деньги твое тебе желание. тоже как бы не вот тебе нужны. По большому счету, те деньги, которые тебе нужны, И все они, вот эти... их можно заработать твоей профессией вот так вот вообще. Да, похудеть, Вот просто стилист, вот так вот. отдыхать – это все инструменты. Чтобы что? Чтобы меня заметили, что я могу. Но при этом ты говоришь, что я хочу свои яйца железные при входе домой повешать на крючок. То есть у тебя, как у нас у всех, взрослая часть, детская часть, и это внутриличностный конфликт, где ты, возможно, я не психолог, да, это опыт, где ты между собой не можешь договориться, а чего хочет твой ребенок, а чего хочет внутри тебя женщина, да, и плюс еще, возможно, там работает вот этот критикующий, осуждающий родитель постоянно, Понимаешь? который долбит. Это все конфликты, вся буря происходит внутри тебя. Поэтому снаружи ты, может быть, видишь холод, да, а может быть, вот ты разыгрываешь вот эти вот все страсти, потому что внутри там уже пиздец. То есть здесь очень важно понять, а что хочет... Ты чего хочешь? Да, Потому что что здесь, получается, в работе муж. Вы это понимаешь, что тут непонятно, какое Сало, мёд, намерение. говно и вообще. гвозди. Намерение какое. Да, А что хочет- когда я боюсь пойти мужу что-то сказать, это говорит, что передо мной не муж.
Передо мной папа, передо мной кто угодно, только не муж. Потому что по большому счету здесь вся история выглядит так. Ты подходишь к нему и говоришь: слушай, у нас малые, нам кружки надо оплатить. У нас малые, не у меня, не у тебя, у нас дети. Нам кружки нужно оплатить. Я в этом месяце нет, у тебя в этом месяце как, ты его спрашиваешь? На равных, понимаешь? И он тебе, по идее, если он тебе в равных, отвечает: слушай, я в этом месяце могу вот столько. Так выглядит диалог взрослых людей. Ваш диалог выглядит в вертикальных взаимоотношениях. И здесь вот это 100% нужно чинить. Потому что когда кто-то кого-то в отношениях обесценивает сверху, это говорит о том, что там не горизонтальные на равенстве, там вертикальные отношения. Кто-то кого-то порицает, да, он тебе говорит, как папа ребенку, да: что, не заработал? Типа, ну, иди попробуй поработай. Вот так это звучит. То есть это как будто бы он тебе как малышке это говорит. А система чинится. От одного можно начать, да? Мать и жена — это эмоциональная составляющая семьи. Ты начнешь расти, вот он папа, ты начнешь расти, и вы сравняетесь. Не надо ростить его там, принижать его, присаживать, возможно. Ты начнешь, возможно. А расти ты начнешь, когда ты начнешь, его уберешь вообще, нету его нет. И что я хочу от этой жизни? Я чего хочу от этого кабинета, от своей профессии? Я чего хочу от этого всего? И как взрослый человек начнешь уже с этим, да, там: а вот сегодня у меня такая идея, а мне таргетолог нужен, а мне вот это нужно, а я на массаж хочу. И ты начинаешь себе это обеспечивать. А вот как он дальше к тебе, как говорится, повернется. Но так как у тебя, это у тебя внутри заниженная позиция, это они кто-то, а я никто. Здесь не может быть равных. У тебя изначально они кто-то, я никто. У них семья, а у меня тут отдельно какой-то помидор с огурцами, понимаешь? Что возьмешь с нашего разговора? Как вообще, как все прошло для тебя? И что возьмешь, что, возможно, будешь делать? И... Ну, наверное, всю вот эту ситуацию как бы, с другой стороны. Я смотрю с другой на нее стороны. Но я никогда не думала о том, что там мужа убрать, то есть и вообще чего я хочу. Наверное, я все-таки посижу и подумаю действительно, чего я хочу. То есть посижу и просто пропишу все свои желания, которые они у меня, пусть и бредовые какие-то, но просто я их выпишу. И начну хотя бы с этого.